Темой очередного секретного досье станет состояние, которое может длиться от нескольких часов до нескольких недель, а иногда и месяцев. Летаргия, или как еще ее называют, летаргический сон. Здравствуйте, мои хорошие! В переводе с греческого «лето» означает «забвение», а «арк» — «бездействие». Состояние летаргии на протяжении столетий было окутано ореолом таинственности, мистики и ужаса. Люди всегда боялись впасть в летаргический сон, потому что в этом случае возникала опасность быть похороненным заживо. Если сейчас погребение заживо уже фантастика, то еще 200 лет назад случаи похорон живых людей были не такой уж редкостью. Очень часто могильщики, выкапывая свежую могилу на старинных захоронениях, обнаруживали в полуистлевших гробах скрюченные тела, по которым было видно, что они пытались выбраться на свободу. В 1801 году в Петербурге вышла книга Иоганна Георга, доктора медицины, действительного члена Государственной медицинской коллегии, «Врачебные известия о преждевременно погребенных». В своей книге автор приводит 56 документальных случаев и называет следующие причины, приведшие к летаргическому сну: чахотка, туберкулез, истерия, массивная кровопотеря, тяжелые роды. Одна из известных философов-мистиков XIX века, Елена Блаватская, о летаргическом сне писала следующее. В 1816 году в Брюсселе уважаемый горожанин впал в глубокую летаргию в воскресенье утром. В понедельник, когда его спутники готовились заколачивать гвозди в крышку гроба, он сел в гробу, протер глаза и потребовал кофе и газету. В Москве жена богатого коммерсанта пролежала в каталептическом состоянии 17 дней, в течение которых власти сделали несколько попыток похоронить ее. Но так как разложение не наступало, семья отклонила церемонию, и по истечении упомянутого срока жизнь мнимо умершей была восстановлена. В Бержераке в 1842 году пациент принял снотворное, но не проснулся. Ему пускали кровь, он не очнулся. Наконец его объявили мертвым и похоронили. Через несколько дней вспомнили о приеме снотворного и разрыли могилу. Тело было перевернуто и носило следы борьбы. Самым известным случаем, связанным с летаргией, стала история с Николаем Васильевичем Гоголем. За время своей жизни он несколько раз впадал в странное, абсолютно неподвижное состояние, напоминающее смерть. Однако писатель всегда быстро приходил в себя, хотя успевал изрядно напугать окружающих. Гоголь знал об этой своей особенности и больше всего на свете боялся того, что однажды впадет в глубокий сон надолго и его похоронят заживо. Он писал: «Находясь в полном присутствии памяти и здравого рассудка, излагаю здесь мою последнюю волю. Завещаю тело моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения. Сердце и пульс переставали биться». Эти страшные слова писателя вспомнили только в 1931 году, когда проводили его перезахоронение из Данилова монастыря на Новодевичье кладбище. По словам очевидцев, внутренняя обшивка гроба была порвана. Именно тогда возникли споры о том, что Гоголь был захоронен в состоянии летаргии. И только в 2002 году, когда профессор Юрий Манн обнаружил и опубликовал письмо скульптора Николая Рамазанова, снимавшего посмертную маску писателя, сомнениям был положен конец. Скульптор был в курсе завещания. «После снятия маски, — написал он, — можно было вполне убедиться, что опасения Гоголя были напрасны. Он не оживет, это не летаргия, но вечный непробудный сон». Академик Павлов описывал больного Ивана Кузьмича Качалкина, проспавшего 22 года, с 1896 по 1918 год. Он находился в кататоническом состоянии, лежал живым трупом без малейшего произвольного движения и без единого слова.
Его приходилось кормить с помощью зонда. В последние годы до своего 60-летия он начал постепенно делать какие-то движения. В конце концов он смог вставать в туалет и иногда есть без посторонней помощи. По поводу его прошлого состояния Иван Качалкин объяснял, что все понимал, что около него происходит, но чувствовал страшную неодолимую тяжесть в мускулах, так что ему было даже трудно дышать. Он умер в сентябре 1918 года от сердечной недостаточности. Страх заснуть летаргическим сном и быть заживо похороненным был настолько распространенным явлением, что в прошлом веке в Германии, например, при всех больших кладбищах устраивались предварительные усыпальницы. В середине XIX века изобретательными немцами было придумано специальное устройство. К ногам и рукам умершего прикреплялись контакты, при малейшем движении замыкающие электрическую цепь, одновременно включающие вентилятор и звонок. В Англии много лет существует закон, он действует и в наши дни, по которому во всех моргах должен быть колокол с веревкой, чтобы оживший смог позвать на помощь. Случай самого долгого официально зарегистрированного летаргического сна, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса, произошел в 1954 году с Надеждой Артемовной Лебединой из-за сильной ссоры с мужем. В результате полученного стресса Лебедина заснула на 20 лет и вновь пришла в себя лишь в 1974 году. Назира Рустемова из Казахстана умудрилась проспать 16 лет. В возрасте 4 лет она впала в летаргический сон. Ее родня сочла, что девочка умерла, завернули ее в саван и отнесли на кладбище. На родине Назиры людей не закапывают в землю, а относят в место наподобие гробницы. Через несколько дней отцу и деду Назиры приснился один и тот же сон, а именно, что девочка жива. Так и оказалось. Девочку перевезли в научно-исследовательский центр в Ташкенте, где она и проспала в барокамере 16 лет. После девушка рассказывала, что жила в своем сне, общалась со своими предками. Проснулась Назира от звука телефона накануне своего 20-летия. Она утверждала, что, проснувшись, приобрела способность читать мысли людей. Воскрешение мертвецов очень часто обыгрывается в фильмах ужасов, но наяву такие истории не случались. Но вот во время вскрытия трупы оживали не раз. В 1964 году в одном из нью-йоркских моргов проводили вскрытие мужчины, скончавшегося на улице. Едва скальпель патологоанатома коснулся живота покойника, как он тут же вскочил. От шока и испуга на месте скончался сам патологоанатом. Кстати, в последние годы появилась традиция класть рядом с покойником заряженные мобильные телефоны. Вдруг это вовсе не смерть, а сон. Вдруг дорогой человек придет в себя и позвонит близким. В 2001 году в США произошел скандальный случай. Житель Лос-Анджелеса Джо Бартон, страшно боявшийся впасть в летаргический сон, завещал сделать в своем гробу вентиляцию, положить в него еду и телефон. И при этом его родственники могли бы получить наследство только при условии, что они 3 раза в неделю будут звонить ему в могилу. Интересно, что родня Бартона отказалась от получения наследства. Уж слишком жутким им показался процесс совершения звонков на тот свет. Вопрос об опасности погребения заживо лиц, находящихся в состоянии летаргии, давно утратил свое значение, так как погребение обычно проводится через 2 суток после смерти, когда достоверные трупные явления, признаки разложения бывают уже хорошо выражены. Даже при самой глубокой летаргии врач сегодня может обнаружить у больного признаки жизни. Прослушиваются сердечные тоны. В ответ на раздражение электрическим током сокращаются мышцы и нервы. Сохранной остается реакция расширения зрачков на боль. Электрокардиограмма и электроэнцефалограммы регистрируют биотоки сердца и мозга. Причинами летаргического сна выступают такие состояния, как истерия, общее истощение, анорексия, сильное волнение, стресс, травмы головы, тяжелые отравления. Летаргический сон в этом случае выступает как особого рода самозащита. Обычно такая летаргия длится до той поры, пока организм не приведет себя в порядок.
Некоторые лекарственные препараты также способны привести к этому состоянию. К таким средствам, например, относится интерферон – противовирусное и противоопухолевое лекарство, которое повышает степень иммунной защиты организма. Глазные капли под названием апроклонидин могут стать причиной летаргии у детей грудного возраста. Следующая причина летаргии – органическое заболевание мозга. Особая форма такого сна наблюдается при так называемой кататонии – нервно-психической болезни, которая встречается у больных шизофренией. В таком состоянии человек осознает все, что происходит вокруг, но не может не только пошевелиться, но и открыть глаза. У чувствительных людей, когда они испытывают значительный стресс, например, при потере работы или разводе, тоже может развиться летаргия. Также существуют гипотезы, что летаргию могут вызывать неизвестные вирусы или стрептококковая инфекция. В легких случаях летаргии наблюдается неподвижность, расслабление мышц, ровное дыхание, иногда вздрагивание век, закатывание глазных яблок. Сохраняется возможность глотания. В ответ на раздражение следуют жевательные и глотательные движения. Частично может быть сохранено восприятие окружающего. В тяжелой форме летаргии человек похож на умершего. Его кожа становится холодной, бледной и синюшной. Пульс и дыхание можно обнаружить только при тщательном обследовании. Кроме этого, в этот период прекращаются физиологические выделения. Больной теряет вес, а его организм обезвоживается. Сердечные сокращения уменьшаются до минимального количества – 2-3 раз в минуту. Перед впадением в летаргический сон могут появиться его предвестники. К ним относятся головная боль, вялость, чувство усталости и разбитости. Специфических методов лечения летаргии не существует. Совершенно невозможно сделать прогноз о том, когда последует пробуждение. Лечение летаргического сна – это покой, чистый воздух, богатая витаминами пища. При невозможности накормить такого больного пищу можно вводить в жидком и полужидком виде через зонд. Внутривенно вводятся растворы солей и глюкозы. Человек в состоянии летаргического сна требует тщательного ухода, иначе на теле при длительном лежании появляются пролежни, присоединяется инфекция и состояние резко осложняется. После пробуждения жизнь больного возвращается в прежнее русло, а сам он даже может не догадываться о том, что перенес достаточно продолжительное заболевание. А на этом на сегодня все. Организм человека полон тайн и загадок. Не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!